Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой нежный, легкий, ритмичный, легко запоминающийся узор. Одним словом, узор, который вяжется сам, а вы только наслаждаетесь процессом. Посмотрите, вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Здесь формируется очень легкая волна по низу изделия, которая легко при необходимости или же формируется при помощи ВТО в более выраженную волну, или же полностью убирается по желанию. Если же вы вяжете изделие от горловины, узор будет выглядеть практически так же, вот таким вот образом. Изнаночная сторона его выглядит вот так. Такой узор подойдет для большинства летних изделий, будь то топ, футболка, сарафан или платье, кофточка или кардиган. Также красиво он будет выглядеть в шале или палантине. Вот пример, как этот узор смотрится в футболочке. Очень красиво, нежненько и мило. Пряжа для вязания такого узора подойдет практически любая. Можно использовать гладкую, тонкую ленточку, шнурочек, легкую фантазийную, пушистую. То есть выбор достаточно велик, потому что этот узор, он не привередлив к плотности, соответственно, к спицам, которыми вы вяжете. Он одинаково красиво смотрится, что в достаточно плотном вязании, как вот у меня здесь на образце, что в рыхлом. Свой образец я вязала из полухлопковой пряжи. Здесь идет 35% акрила и 65% хлопка, 250 метров в 100 граммах. И вязала я этот образец на спицах номер 3,5. Вот такой результат. В рыхлом вязании он выглядит тоже интересно. И что немаловажно для рыхлого вязания, рисунок не теряет свою структуру и красиво выглядит четко и выразительно. Раппорт данного узора составляет 13 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора и петли симметрии, то есть вот эту его часть. Для этого я набрала 21 петлю, 13 это петли узора, 6 петли симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, и это я закончила вязать раппорт узора. Далее идут у меня петли симметрии. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку. Если вы вяжете поворотными рядами, накиды провязываются все изнаночной открытой петлей. Если же вы вяжете по кругу, также провязываете четные круги по рисунку, накиды, соответственно, провязываете лицевыми петлями. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы это было более наглядно начинающим мастерам. Далее четные ряды вяжутся по тому же самому принципу, поэтому их я буду пропускать. Итак, второй ряд. Кромочная, я ее переснимаю. Лицевые петли я провязываю лицевыми,
изнаночные изнаночными, накиды также провязываю открытой изнаночной петлей. И продолжаю так вязать до конца ряда. Лицевые провязываю лицевыми, изнаночные и накиды провязываю изнаночными петлями. И вот таким образом заканчиваю вязание ряда. У меня здесь 2 лицевые на меня смотрят, я их провязываю лицевыми. Ряд заканчиваю кромочной петлей. У меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные. Смотрите, здесь у меня был накид, значит сейчас он будет с этой стороны. У меня убавление было влево, значит, соответственно, убавление у меня будет вправо, так как убавление в этой ажурной дорожке смотрит от накида. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с 1 по 13 петлю. Поворотные же ряды, как вариант, можно заканчивать так же, как и я, ажурной дорожкой. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли и кромочная завершает ряд. 5-й ряд. Кромочная петля, я ее переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю ажурной дорожкой. Она точно так же провязывается, как в начале раппорта. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и ряд заканчиваю кромочной. 7-й ряд. Кромочная петля, я ее переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 изнаночные петли. Ряд заканчиваю кромочной. 9-й ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 3, 4, накид и лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Далее я ряд заканчиваю петлями симметрии. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. Кромочная завершает ряд. 11-й ряд. Кромочная петля, начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли.
И я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные и кромочная петля. 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, накидом, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще 2 изнаночные петли. Я провязала ажурную дорожку симметрии и ряд заканчиваю кромочной петлей. 15 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю ажурной дорожкой, вяжу ее точно так же, как и в начале, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные и ряд заканчиваю кромочной петлей. 17 ряд. Кромочная петля, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я закончила раппорт узора вязать. Ряд заканчиваю петлями симметрии, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли и кромочная. 19 последний ряд этого узора. Кромочная петля, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 3, 4 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли и кромочная. И вот такая красота у меня получилась. Мне очень нравится этот узор. По многим его параметрам он подходит для большинства изделий, которые я вяжу. Он очень простой, поэтому, надеюсь, он также понравится и вам. И вы обязательно что-нибудь себе легкое, быстрое успеете связать еще на этот сезон. Всем легких петелек и до встречи на канале!